Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Когда дома нет практически ничего, я готовлю этот вкуснейший мраморный кекс зебра на воде и растительном масле. Все, кто его пробуют, никогда не догадываются, что этот кекс приготовлен без яиц и без молока. Настолько он вкусный, влажный, пористый и воздушный. В описании под видео указано количество ингредиентов. В миску насыпаю сахар, добавляю теплую воду. Сюда же щепотку соли и мед. Все это перемешиваю до растворения сахара. Затем вливаю растительное масло без запаха и снова перемешиваю. Муку соединяю с разрыхлителем и просеиваю. Замешиваю тесто венчиком. Получается вот такая гладкая однородная структура. Тесто похоже на сметану. Также по желанию можно всыпать сюда пакетик ванильного сахара. Тесто я примерно делю на две части. В одну из них добавляю какао и перемешиваю. Тесто становится значительно гуще, поэтому я добавляю в него еще немного теплой воды. Снова перемешиваю, и шоколадная часть готова. В другую часть я всыпаю муку, так чтобы консистенция была одинаковая. Перемешиваю и тоже вливаю немного воды. Я этот кекс люблю выпекать с орехами, тогда он еще наиболее вкусный. У меня здесь грецкие орехи, я их подсушила на сухой сковороде и порезала достаточно крупно, так, чтобы в кексе они чувствовались, попадались крупные кусочки. Делю теперь их на три части. Одну часть добавляю в светлое тесто. Вторую часть высыпаю в шоколадное. А третью часть я оставляю для посыпки кекса сверху. Выпекать буду в силиконовой форме для кексов, я ее не смазываю. Если вы будете выпекать в металлической или стеклянной, то смажьте маслом и присыпьте мукой. Выкладываю тесто по очереди, ложкой, сначала шоколадное, затем белое. И когда вся форма заполнилась, делаю все наоборот. На белое тесто выливаю шоколадное, а на шоколадное снова белое в шахматном порядке. И так заполняю всю форму, пока у меня не закончится тесто. При помощи длинной деревянной палочки рисую узор. Два раза прохожусь по форме, но сильно перемешивать не нужно. Сверху посыпаю оставшимися грецкими орехами. К этому времени духовка должна быть разогрета на 180 градусов. Ставлю кекс в горячую духовку примерно на 50 минут. Его обязательно нужно проверить на готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Кекс очень мягкий, ему нужно дать остыть в форме, и только потом я его уже вынимаю на доску и нарезаю порционно. Кекс хорошо увеличился в размере, он стал пышный, он с такой влажной пористой структурой, очень мягкий, воздушный. Даже так, мне кажется, видно, что структура его потрясающая. Орехи, конечно, придают ему еще более насыщенный вкус. Посмотрите, какой в разломе кекс. Прямо кажется, что он такой насыщенно шоколадный. Это действительно так. Друзья, я очень надеюсь, что этот рецепт вам пригодится. Жду ваших отзывов в комментариях. Всех благодарю за лайки, подписку, просмотры. Если вам нравятся мои рецепты, то не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем желаю мира и добра. Пока!